Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе и магия наказания, любовная, кладбищенская, черная магия, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, работа с наказаниями, с соперницами, также на большую удачу, на замужество. Сегодня у меня гадание по неделям, как обычно. По знакам зодиака. Неделя 31 января, уже у нас 6 февраля. Помним, что каждое утро мы можем не замечать, что нас поднимает солнце, и ночью мы спим, потому что подчиняемся этому ритму вот так вот. Заметно или незаметно. Также много влияний проходят через Луну, от Луны, других планет, астрологических аспектов, и через каждую судьбу проходят эти высшие силы по-разному, в разное время могут нам помогать, посылать возможности, удачу или какие-то события, настроения, мысли. Так, эти ритмы. Что для рыб в этой неделе, с чем она входит? Рыба входит в отдыхе, передышка, может быть, между чем-то и чем-то, в расслабленном, можно сказать, состоянии. Все послала нафиг, и рыба все, передышка. По работе идут шестерочки пентаклей, то есть если вы ищете работу, это какие-то вам поступают предложения, которые нуждаются в дальнейшем, что ли, рассмотрении, непонятно, пока это не развитая тема. Если обычная работа, какие-то по чуть-чуть что-то вам капает. Да, небольшая работа, но и небольшие деньги. Не сильно загружены, но по вашему социуму. Двойка мечей перевернута, некий конфликт, в котором вы долго уступали, может быть, шли на компромисс. Вас поставят в такое положение, что уже невозможно этот компромисс держать, да, вам придется пойти в открытый конфликт с человеком. Это родственники, это ваши, может быть, друзья. Вспомните, кто у вас такой был. Состояние здоровья, сила отличное, крепкое. Выздоровление, улучшение состояния в любом случае. Хороша карта для тех, кто назначил на этот момент какую-то терапию или физкультуру, или лечебные массажи. Все это будет чрезвычайно благоприятно. Также хороша карта для спортсменов, всех, кто физическими видами спорта занимается. Так, в личной жизни интересная карта. Туз мечей перевернутый. Для брак означает зачатие. Может быть такое, знаете, неожиданное эротическое. Для тех, кто находится в сложных отношениях, это может означать какую-то неожиданная информация. И вы ее как бы предчувствовали, но она вас застигнет врасплох. Не очень хорошая карта, если у вас какие-то мутные отношения, запутанные, как нож в спину. Для тех, кто одинок, это может означать такое эротическое начало какой-то любовной связи. Прям вот так вот. Все начинается с постели. Видите, такой разносторонний очень. В разных ситуациях личная жизнь отрабатывает по-разному. Ну и Верховная Жрица говорит о том, что у рыб хорошо работает интуиция, во-первых. Во-вторых, хорошо видятся сны, хорошо погадать, обратиться к любого рода заклинателям, гадалкам, магам. Ну и также эта карта, еще, кстати, соединение с этой картой означает тайную связь, тайную встречу, предложение, чем-то таким позаниматься таинственным. Вот так. Прям такая любовная тайна, покрытая мраком ночи. Наши овнихи, овны довольны жизнью, окружающими людьми, отношениями. В целом карта осмысленности, просвещения,
и такого душевного тепла, изобилия. Так, по работе, ускорение каких-то процессов, открытие каких-то новых дел, которые, может быть, стояли. Кто-то вернет деньги, кто-то наконец выдадут зарплату, у каждого по-своему. Эта карта сработает, активизируется, что никак не двигалось. Социальная сфера, избегание, борьба с какими-то мельницами, с какими-то придуманными врагами. Вы переоцениваете враждебность этих людей. Все там нормально. По вашей состоянию здоровья, что-то вы как бы не сбейтесь с темой в плане того, кто начал лечение какое-то, кто начал какую-то терапию, особенно кажется, что что-то не складывается, что-то не до конца продумано, или ищите другого врача. В обычном, если у вас нет болезненного состояния, это скорее означает, что вы слишком много тратите сил и не тянете просто ваши... Берегите физические силы именно в том смысле, так, в том числе и морально, потому что вы пытаетесь поднять то, что вам не по силам. Ну, по крайней мере, такая неделя. Ваша личная жизнь, королева жезлов, это сама огненная Овен, женщина Овен. Ну что, Овнов, прям так момент, хочется внимания, и оно у вас, конечно же, будет. Вокруг вас группа поклонников, королева жезлов перевернута, она особо охоча до с демонстрацией всех своих талантов, всех своих красот. То есть вы рекомендация для одиноких выходить в какое-то общество, поскольку вы особенно блистательный и опасный в этот момент. Для остальных могу сказать просто что-то такой период повышенной эротики, такой привлекательности. Я бы даже сказала такой вот сексуальности. Личная карта, которая привлекает мужчин, улучшает ваши отношения с ними. Так, конец недели, шестерка мечей перевернутая. Отложенная поездка, если речь идет о поездке. Если о поездке поездка не планировалась, скорее всего, что-то, какие-то заминки, о следующем шаге, либо вы планы какие-то откладываете, либо не можете определиться с направлением, в том числе и поездки. Тут по направлению есть и по здоровью такое, что непонятно, куда вам вкладывать, на что обратить внимание. Дальше. Наши тельцы. Девятка, тельцы все в борьбе, в активностях, налево и направо, пока вы справляетесь, хватает сил, активно действуете, текущие вопросы решаете. Ну, то есть покоя нет на этой неделе. Все это вам... Вау, колесо фортуны по работе. Чувствуете перемены, приближение удачи. Также это может 24 часа что-то измениться. Шанс. Не упустите свой шанс. Заработать, улучшить работу. Предложение по работе. Чрезвычайно удачная карта денежная. Четверка кубков. Так, это ваша... социальная сфера, разочарование, скука, люди, которые вокруг вас, вам скучны, неинтересны, уже исчерпала в себя какое-то общение, ну вот так вот. Также вам с ними будет, не добьетесь от того, чего вы хотите от них, что-то карта такая. Так, десятка мечей. Угу. Вот по здоровью нехорошая карта, говорит о старой проблеме, которую вы как... Она вас тянулась, и вот вы ее снова почувствуете. Хроника недолеченная. В общем, будет вас беспокоить. Вспоминайте, что у вас там. Личная жизнь, двойка кубков перевернута. Какие-то недоразумения с партнером, попытка договориться, какие-то вот что-то вы не понимаете друг друга.
Если у вас есть какие-то отношения, это скорее вот такая вот, знаете, отстраненность, это непонимание. Для начала каких-то новых отношений для одиноких тельцов также говорит о том, что вы можете вступать в какие-то переписки, разговоры, но это все люди, которым вы не хотите и не можете открывать ни душу, ничего. То вот так вот. Вам они не интересны. Семерка пентаклей перевернут, конец недели ведут. Расходы незапланированные, попытка сэкономить. То, что телец очень не любит. Он любит не запланированно, любит запланированно. И так вот. По вашему наши здесь близнецы, восьмерка мечей. Конфликты, разборки, попытка доказать свое. Причем вы не можете избежать уже, не пойти на какой-то компромисс. Эта ситуация уже полностью стала неизбежной. Ну, кто это? Сейчас посмотрим. По вашей работе. Мир. Кстати, неплохая карта, кроме тех, кто занимается иностранными какими-то делами. По иностранному, иностранная поездка может отложиться. В остальных случаях это вам придется выбрать какое-то либо одно направление, либо сосредоточиться на чем-то одном. Однако, если у вас сейчас есть работа и есть какой-то конфликт, может означать, что вам пора уже думать о том, как отчалить отсюда. Что карта мира это при нанятой работе означает, что надо быть в другом направлении еще каком-то. Или брать дополнительную работу. Ну так. Тут же отличная карта для вашего социума, кстати, через окружение ваших соседей, друзья, одногруппники, собутыльники, не знаю кого, единомышленники, теми, с кем вы там, не знаю, собираете жуков, не знаю, что статуэтки. Общая работа, может возникнуть общее дело. Кстати, это дело может принести вам доход, потому что жезл это также в рабочем порядке решатся ваши дела с государственными органами. Все это решится. Король Пентаклей. Отличное здоровье у близнецов. Если вы лечитесь или идете к врачу, собираетесь лечиться к врачу, то есть гарантирован успех в лечении, в том, что вам твердо, правильно, хорошо подберут лечение, у вас хороший иммунитет, то есть это хорошее состояние здоровья, даже если вы сейчас чувствуете себя не очень хорошо. Так, конец личной жизни, затягивание непонятной ситуации, где ничего не происходит. Если вы одинокая, вот эта вот карта ни о чем. Если у вас отношения, то какие-то кто-то молчит, тоже ни о чем. Так и будет молчать. Если у вас отношения, скорее это загородный отдых какая-то, ну, может быть такая вот тихая, спокойная життя, без каких-то всплесков, без страсти, может быть, но и без конфликтов с другой стороны. Воспоминания о прошлом, ностальгия посетит. Также это, возможно, возникнет человек из прошлого, ну, такой, знаете, на отдалении, без каких-то конкретных событий. Наши раки. Рыцарь жезлов. Спонтанное событие. Были какие-то, может быть, в прямом смысле рыцарь жезлов. То, что мчится, то, что возникает неожиданно, потребует от вас моментально собраться, моментально действовать. Также поклонник, для кого-то это поклонник. Либо импульс к действию. По работе. Шестерка пентаклей перевернута. Расходы идут вместо дохода. Вы рассчитывали на гораздо больше отдачу от своих действий. То есть ищите, в чем вы не доработали, что не так. Либо, если вы соискатель, маленькая зарплата, такое что-то вам предлагает, что вы даже не можете принять.
Десятка кубков. Попадете на праздник, празднество, семейное, в семейном приятном окружении. Вокруг вас приятное общество. Также это карта, которая говорит о том, что вы можете познакомиться для личной жизни где-то, в какой-то тусовке. Посетите эту тусовку. Благополучное решение всех ваших вопросов в казенных домах. Состояние здоровья, обновление, изменения. И даже если у вас какая-то сложная, тяжелая болезнь, вы заметите, что у вас прилив сил, какой-то, может быть, новый подход к лечению. В целом состояние, ну, как бы выхода из затяжной болезни. Так вот. Это может быть также и психическая. Справедливости. Справедливость в личной жизни. Ну что, она говорит о взвешенном таком подходе к отношениям, если у вас личная, если у вас семейная жизнь, отношения. Ну, может быть такая вот, знаете, разборка, кто кому. Ну, такой деловой больше разговор, это не скандал. Выяснение, кто прав, кто виноват, да, как нам поступить, взвешенность. Да, что-то, может быть, придется доказывать. В остальных случаях, если вы одиноки, то это могут быть также какие-то подходы, но это не про страсть, это не про какую-то там эротику, скорее про взвешенный подход к каждому кандидату. По справедливости, собственно, ничего не происходит, особенно в одиноких личных жизнях. Зато королева чаш идет, но это сам рак, женщина-рак. Болтовня, окружение родственников, такая вот веселая компания за чашкой, за рюмкой чая, может быть, у кого что, кто что пьет, кефир. Кто кефир, кто чай, кто коньяк. Веселье же мужчинам, раком, любовное приключение, знакомство с приятной женщиной. Проведете конец недели в окружении вот такого вот веселья. Веселье, развлечения, близкие люди, болтовня. Так, наши Лёвушки. А что-то Лёвушки просто болеют у нас. И то, что они давным-давно это болеют, опять оно к вам привет шлет. И мешает это состояние, может мешать вам буквально на всему. Ну, посмотрим, что в работе. В работе девятка кубков. Это карта скорее такой наполненности, вдохновения, работа нравится, и вы на работе всем нравитесь. Хороша карта для тех, особенно кто напрямую работает с людьми, клиентами, очарование, эффект какой-то от работы, моральное удовлетворение, вас хвалят, похвала, денежка также может упасть. Карта-то неплохая. Вестник жезлов — это ваша социум, беготня, какие-то люди, которые с вами хотят, спонтанное знакомство, хлопоты с ними, такая вот, ну что ж, здоровье, десятка мечей такая. Я и никогда не... Ага, вот оно что. Ну что, ваше здоровье прикрывает как какая-то чудесная сила. Собственно говоря, это белая карта, одна из самых непонятных карт. Я ее использую, говорю о том, что вот вы благодаря своему какому-то духовному такому порыву можете выздороветь, можете найти способ исцеления. Или либо вы вот просто на ногах что-то такое переноситесь. Также это карта медитации, медитируйте для здоровья. То есть любые неформальные, нестандартные виды лечения показаны, если при плохих состояниях, вот они как раз вам помогут. Так, в личной жизни, это семейным занятие с детьми, не семейным, это хлопоты, это флирт, может быть, молодые какие-то, знакомства с очень молодыми мужчинами или женщинами, неважно.
Ну, развлечения. Лев очень любит пофлиртовать со всеми. В общем, вы в этом деле мастер или мастерица. Так, что же это у нас такой конец? Конец недели. Льва что-то не устраивает. Кажется, что он отходит от всех этих событий и задумывается о чем-то новом. То, что было в прошлом, как оно же происходит, вы понимаете, что оно что-то из себя изживает. Ну, в общем, Лев у нас философ под конец недели, и вот так вот он думает об этом. Что-то пора менять, помедитирую. Хотя, по сути, все так вот. Со стороны формальных работ, окружения у вас все нормально. Где-то в душе у Льва желание перейти на новый этап, что-то осознать, что все так же интуитивная неделя. С вами была ведьма Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Всем до свидания.